Очередная неделя позади. Сегодня 9 ноября. С вами Руслан Ивеев. Всем привет. Неделю назад мы с вами, да и многие другие, обсуждали громкую операцию Главного управления разведки Украины на окраине Покровска, куда они прилетели на 2 вертолетах Black Hawk. Первые кадры по горячим следам оставили меня тогда в некотором замешательстве. Я пытался понять, что за операцию они там могут проводить. На прошедшей неделе ведомство Буданова теперь уже само опубликовало некоторые, так сказать, подробности этой операции. На распространенной видеозаписи мы видим, по сути, компиляцию кадров с хроникой войны. Перестрелки, удары. Единственная конкретика, которую можно извлечь из видео, это то, что они в одном из зданий заводского комплекса в районе высадки обнаружили позицию пулеметчика, которую они дальше уничтожают. Но вряд ли из-за этого весь сыр-бор, верно? Зачем ради такого посылать в опасную зону 2 вертолета и группы спецназа? Такую точку можно уничтожить, например, ударами беспилотников. В публикации говорится, что десантировавшаяся группа спецназа соединилась с другими спецподразделениями, и вместе они пробили наземный коридор в город. А теперь они заняты удержанием натиска российских сил на пути логистики в город. Поскольку у этих совместных сил там теперь не 22 человека, как было изначально, а значительно больше, то вопрос отбития путей логистики в город теперь выглядит более логичным. Потому что, как я и говорил в прошлый раз, если бы это было бы всего 22 человека, то это было бы очень странно. Помимо спецподразделения «Тимур», Главного управления разведки Украины, в эту группу сил входят различные подразделения сил специальных операций Украины и 425-й штурмовой полк «Скала». Насколько мне известно, сейчас они заняли оборонительные позиции к северу от Покровска, севернее железной дороги, вдоль реки Гришинка. И наверняка сейчас найдется какой-нибудь умник, который напишет в комментарии что-нибудь вроде «Руслан, зачем ты выдаешь позиции военных? Помогаешь российским войскам». Если что, я сам обо всем этом знаю не потому, что мне Кирилл Буданов лично доложил, а потому что вся эта информация есть в открытом доступе. Есть нужно разных исследователей, составляющих карты, на которых обозначены районы действия разных подразделений обеих сторон. Ну и потом, тут скорее претензии как раз к Буданову надо предъявлять. Вы чего с такой помпой на боевые позиции прибываете? Казалось бы, еще в начале 19 века фон Клаузевиц в своем трактате о войне писал про феномен тумана войны, который мешает военному командованию противника грамотно оценивать оперативную обстановку и принимать решения. А сейчас-то на дворе уже 25-й год. Вы сейчас глаза на секунду прикроете, и уже бац, 26-й год. И вот с такой помпой прибываете на позиции, чтобы вот прям точно все были в курсе, какое подразделение, куда прилетело и где заняло позиции. Это странно, честно говоря. Это не то, что я читал в разных книжках военных полководцев. Тем более, что на эти подразделения теперь возлагается критически важная задача, от которой зависит жизнь многих украинских военных. А именно, удержание коридора между Покровском и Красным Лиманом. Ситуация в самом городе Покровске не сильно изменилась за неделю. Но рассматривать ее в отрыве от ситуации с Мирноградом и окружающих территорий будет неправильно. Когда выдается плохая погода, например, дожди, туманы, российские войска предпринимают механизированные атаки в сторону восточных окраин Мирнограда. Одна попытка такой атаки была со стороны села Разин, это к северо-востоку от Мирнограда. Вторая пошла со стороны Гродовки, далее через район села Казацкое, оно же Московское. Это к юго-востоку от Мирнограда. Хоть эта колонна и не доехала до города, но продвижение российских войск на этом направлении есть. Есть разные мнения среди аналитиков о том, в какой стадии находится сейчас Покровско-Мирноградский Краман. В том числе можно встретить сообщение, что украинские силы уже начали постепенный отход с этого района. Мы пока что этого не видели. Хотя на неделе среди Z-каналов разошлось видео, озаглавленное как «Группа украинских пехотинцев отступает из Покровска под огнем минометов». И на нем мы видим, как друг за другом идет примерно 15-20 военных, что не похоже на перемещение между огневыми точками. Потому что в зоне боевых действий обе стороны давно перемещаются куда меньшими группами. А когда случается отход с каких-то позиций, то обычно это как раз выглядит как перемещение вот такими большими группами. Видео снято на северо-западе Покровска, недалеко от места высадки спецназа с Black Hawk'ов, но неизвестно, когда оно снято. Предполагается, что 5 ноября, то есть через неделю после прилета вертолетов украинской военной разведки. Сам Покровск сейчас является одной сплошной серой зоной. Какую часть города сейчас контролируют российские войска, сказать сложно. Ситуация очень динамичная. Уже упомянутый мной 425-й штурмовой полк «Скала» провел, скажем так, вылазку в центр города. Группа из нескольких солдат, они добрались до здания городского совета и, как говорят, зачистили их и водрузили украинский флаг. Очередная операция флаговтыка, которой печально известен этот полк. Более того, вроде бы на этом канале я даже рассказывал про предыдущую их подобную операцию в селе Торское на Лиманском направлении,
где все закончилось потерями украинских военных. Зачем проводить такие операции, непонятно. То, что удалось выдрузить флаг в центре Покровска, не значит, что вы держите под контролем центр города. То, что его не контролируют российские войска, так вроде никто такого и не заявлял пока, даже российская армия. 425-й штурмовой полк вместе с рядом других штурмовых полков входит в состав управления штурмовых войск, который является тем самым резервом главкома ВСУ. Такую фразу вы можете часто встретить у разных аналитиков и журналистов, пишущих об этой войне. Еще в середине сентября Зеленский заявлял, что планируется создать отдельные штурмовые войска с дроновой составляющей. И вот сейчас эта структура находится в процессе формирования. Из нее позднее сформируют командование штурмовых войск. Этот самый резерв главкома, то есть эти штурмовые войска, работают по принципу пожарных бригад. Как только где-то на фронте складывается опасная ситуация, резерв перебрасывают туда затыкать дыры. Этот самый резерв сейчас практически уже окончательно зачистил территорию бывшего Добропольского прорыва. И в этом проявляется еще и российская тактика. По-моему, я это встречал в публикациях бывшего австралийского генерала Мика Райана, который писал, что Россия использует тактику «1000 укусов». Имеется в виду, что российская армия атакует по всей линии фронта в формате позиционных атак, прощупывает украинскую оборону. И, найдя слабое место, бросает туда дополнительные силы, развивает наступление. На это, в свою очередь, реагирует украинская армия, перекидывая туда же пожарные бригады. И вот тогда ситуация на направлении либо останавливается, либо откатывается назад, а Россия переключает внимание на другое развивающееся направление. Вот по Добропольскому направлению ситуация откатилась назад, а Россия переключила внимание на Покровско-Мирноградский карман. Многие спрашивают о последствиях будущего захвата Покровска. Что это даст России? Является ли это победой для российской армии? По довоенной численности населения Покровск чуть меньше Бахмута. В Бахмуте было чуть больше 70 тысяч жителей, а в Покровске чуть больше 60 тысяч. Периодически я встречаю упоминания даже со стороны украинских спикеров, что там население якобы аж 200 тысяч. Но, возможно, не имеет в виду всю Покровскую агломерацию, в которой входят давно захваченные Новогродовка, Селидово, сам Покровск вместе с Мирноградом, город Доброполье, до которого российская армия пока что далеко, и все поселки в округе. Свое экономическое и логистическое значение Покровск давно потерял. Но когда он окажется в российских тылах, тогда российская армия начнет использовать его для накопления сил, размещения командных пунктов, штабов, дроноводов. Плюс высотные здания можно использовать для усиления работы беспилотников, поскольку от высоты позиции зависит радиогоризонт, то есть дальнобойность дрона. По этой теме я сейчас дополнительно изучаю материалы. Я думал, что к концу 2025 года оптоволоконные дроны станут приоритетом, причем у обеих сторон. Что было бы логично, ведь они совсем не подвержены глушилкам. Плюс у них идеальное качество картинки, что существенно облегчает прицеливание. И беспилотникам на оптоволокне не важен радиогоризонт, то, что они управляются не по радиоканалу. Однако эта логика пока не подтверждается практикой. В том смысле, что на данный момент оптоволоконные дроны все еще отвечают за очень маленький процент всех российских ударов тактическими беспилотниками. На Z-фланге есть свои исследователи по открытым данным, которые изучают публикуемые Рубиконом видеозаписи с атаками беспилотников. Если что, шахеды и герберы не входят в эту рубрику. Публикуемые видеозаписи они делят по типу беспилотника. И в результате видно, что оптоволоконные дроны — это прям крошечный процент, я бы сказал, исчезающий малый процент. Почему это так, мне сейчас непонятно. Вроде с оптоволоконными катушками у России все хорошо. Есть и свое производство, и закупают из Китая много. По цене и длительности обучения оператора вроде тоже не должно быть различий аж в разы. И моя рабочая теория на данный момент заключается в том, что у ВСУ сейчас сильно не хватает глушилок, либо они работают очень плохо. Поэтому дроны, управляемые по радиоканалу, по-прежнему достаточно эффективны. Ведь если бы глушилки делали практически невозможным применение таких беспилотников, то, очевидно, российская армия отдала бы приоритет производству и применению беспилотников на оптоволокне. Интересно, что вы об этом думаете. Напишите в комментариях, я почитаю завтра. И, кстати, по поводу Рубикона и беспилотников. Помимо этой самой рубиконовской элиты, у российской армии, судя по всему, есть дроноводы, которых не жалко, которых закидывают прямо на переднюю линию фронта, чтобы они прям оттуда запускали беспилотники. И вот это позволяет контролировать пути снабжения и логистики на большую глубину. По поводу того, является ли еще несостоявшийся захват Покровска победой для российской армии, опять же, тут можно по-разному посмотреть на ситуацию. С одной стороны, битва за Покровск продолжается уже на протяжении более чем года. Плюс Россия потеряла много сил в этой битве. С другой стороны, в последний раз такой крупный город, по крайней мере с точки зрения этой войны, захватывали во времена Бахмута.
Поэтому Кремль, конечно, будет представлять это как победу. Теперь давайте посмотрим ситуацию на соседнем Константиновском направлении. Там опять маятник качнулся в обратную сторону. И теперь российские штурмовики снова накапливаются в дачном кооперативе «Ягодка», примыкающем к южным окраинам Константиновки, а также уже заходит в микрорайон Сантуриновка. Также происходит накопление российских сил в Плещеевке и Нелеповке. Бои за Константиновку начались еще недели 3 назад, когда впервые российские штурмовики смогли проникнуть в жилые массивы города. И вот Константиновка по численности довоенного населения примерно равна Бахмуту, то есть чуть больше Покровска. Значит ли это, что, как и в случае с Покровском, Константиновку захватят не ранее конца 26 года? Не факт, потому что ситуация по войне медленно ухудшается, особенно в ее принципиальной части для Украины – дефицита личного состава. Украинский военный журналист Игорь Луценко пишет, что в октябре количество случаев самовольного оставления части достигло цифры в более чем 21,5 тысячи человек. При этом набор людей в армию с украинской стороны составляет примерно 17, может быть, 20 тысяч человек в месяц. По крайней мере, так считают многие мои знакомые военные аналитики, которые изучают эту тему подробнее, чем я. И еще, я периодически провожу прямые эфиры на нашем собственном YouTube-канале CIT, где отвечаю на ваши вопросы. И меня уже несколько достали вопросы на тему того, насколько большим явлением является русификация в Украине. Имеется в виду случаи, когда представители ТЦК на улицах украинских городов хватают мужчин и силой увозят. Поскольку мы команда маленькая и не можем объять все известные темы по войне, то я на днях поспрашиваю своих знакомых экспертов и в следующей сводке здесь расскажу, что узнал. Идем дальше. Харьковская область, Купянское направление. В самом городе ситуация принципиально не поменялась. Но украинские силы предпринимают попытки срезать горловину этого российского выступа, атакуя по направлению на Кондрашовку и Радьковку. Исследователь, действующий в соцсетях под никнеймом Playfra, пишет, что эти атаки были достаточно успешные. Украинским силам удалось отбить часть позиций. Также российские военные расширили свои позиции в Харьковской области вдоль российско-украинской границы, в районе сел Отрадное и Балаговка. И я помню, как еще несколько месяцев назад российские военные захватили соседнее село Меловое. И как тогда понеслись заголовки о том, что Россия планирует наступать в сторону Великого Бурлука, а дальше повернуть на Волчанск. И я еще тогда сказал, в том числе на этом канале, что не верю в такое развитие событий. Потому что картинка операции, которую вы тут фантазируете, слишком масштабная. И таких ресурсов сейчас у российской армии нету. Казалось бы, прошедшие месяцы вроде бы как подтвердили мою правоту. Никуда дальше вглубь после Мелового Россия не пошла. Но нет, я смотрю комментарии некоторых экспертов на этой неделе, и опять 25. Россия планирует атаковать в сторону Великого Бурлука. В целом, гонка за кликбейтом, громкими словами, эмоциональными заявлениями сильно фрустрирует, честно признаюсь. Особенно показательный случай высокопоставленного шитпостера Марка Рюте. Извините, но я готов называть его только так. Казалось бы, ты не какой-то комментатор из интернета, ты не обыватель, ты даже не журналист, ты глава крупного военного альянса. Ты не можешь брать цифры с потолка, придумать какие-то факты в угоду политической конъюнктуры. И вот на днях он выдал заявление, что Альянс НАТО обогнал Россию в производстве боеприпасов. Казалось бы, вполне правдоподобное заявление, что в этом такого. Но этот же самый Марк Рюте 4 месяца назад, в июле, заявлял, что Россия за 3 месяца производит в 3 раза больше боеприпасов, чем весь Альянс НАТО за год. Так что произошло за 4 месяца? Конечно, июльское заявление совсем абсурдное. Но надо проверить. Может быть, там около Марка постоянно где-то бегает Уилл Смит в черном костюме. После каждого выступления Марка он пыхает ему нейрализатором, стирая память. Ну как иначе объяснить этот цирк, что ты сам не помнишь, что заявлял 4 месяца назад? Я не знаю. И последнее. У меня к вам предложение. Давайте построим работу так, что если вы считаете, что какой-то теме надо уделить особое внимание, посмотреть какой-то вопрос, то вы пишите это здесь, в комментариях под этой сводкой. А я, вплоть до следующей пятницы, буду отслеживать такие запросы и по самым интересным темам буду отдельно отвечать, включая дополнительные материалы в сводку. И так будем делать постоянно. Так что увидимся через неделю. До встречи и пока.